хлеба и зрелищ еще римлянами выведенная формула успеха и отвлечения масс. Да уж, в наш постиндустриальный информационный век многим людям действительно не хватает только одного – хлеба и зрелищ. И в погоне за этими зрелищами они порою заходят слишком далеко. Совершенно неправильно и отвратительно, когда животные используются людьми в качестве развлечения. Речь в данном случае идет о бойцовых собаках. Знали бы вы, как жестко обходятся с такими псами, когда их натаскивают на борьбу и убийство других собак. Это совершенно недостойное человека занятие. Ничего веселого в таком развлечении нет. Животные, которых учат быть бойцами, очень страдают как физически, так и морально-психологически. Это травма на всю оставшуюся жизнь, которая, увы, редко бывает длинной из-за травм и постоянных боев. Нет, все, разумеется, познается в сравнении. Если учесть, что в том же Риме аналогичным образом развлекались, наблюдая за дерущимися насмерть людьми, то можно констатировать некоторый прогресс общественного сознания. Впрочем, это все равно не оправдывает тех, кто использует бедных пёселей, которые могли бы быть нежными и ласковыми друзьями, для превращения их в машины смерти. К слову, особенно распространено это в некоторых американских штатах. Там, несмотря на строгий законодательный запрет, весьма популярны собачьи бои. Нередко их крышуют полицейские, и они же, вместо того, чтобы разгонять подобные сборища, делают ставки на тех или иных животных. Кошмар. Как-то раз волонтеры общественного движения SPCA, занимающиеся спасением и защитой животных в Техасе, столкнулись с явными и типичными последствиями жестокого и неподобающего отношения к животным. Их вызвали на место, а по приезду по вызову активисты обнаружили нескольких псов, которые явно использовались в незаконных собачьих боях. Они выглядели просто ужасно и были несказанно рады, когда получили ожидаемую и такую необходимую помощь. Были рады все, кроме одной собаки. Это бедное животное было невероятно слабым и больным. Собака была прикована цепью и оказалась не в состоянии даже поднять немного голову, чтобы посмотреть на тех, кто приехал ей помочь. Стоит ли говорить о том, что и двигаться несчастное создание не могло? Даже беглого осмотра хватило, чтобы понять, животное в большой беде. Оно было очень измотанным, больным и обессиленным, а также нуждалось в срочной помощи. Собака сразу же была доставлена в ветеринарную лечебницу. Ее накормили, напоили, а также произвели для нее операцию по переливанию крови. Доктор, делавший это, заявил, что еще несколько дней, и животное бы скончалось, до того больным оно было. К слову, бывшую бойцовую собаку назвали в честь известной певицы Гвен Стефани. Это потому, что она оказалась очень сильной и при этом красивой. Постепенно состояние животного начинало стабилизироваться. Собака, она была породы питбуль, начала улыбаться фирменным питбульским оскалом, а также вилять хвостом и совсем немного лаять. Не зря ведь говорят, заживает как на собаке. Уже скоро Гвен Стефани вылечилась и стала бегать, играть и радоваться жизни. Да, она явно не желала вспоминать свое кровавое прошлое. Напротив, животное дарило всем любовь, ласку и нежность, ей гораздо больше нравилось быть другом человека, а не грозой импровизированной собачьей арены. Вот что значит обеспечить комфортные условия для животного. Только взгляните, насколько оно сразу же преображается. Хорошо все, что заканчивается хорошо. Теперь Гвен Стефани счастливая собачка, которая ежедневно радуется жизни. А все благодаря неравнодушным активистам-волонтерам, которые подарили ей новую жизнь. Ура! Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.